Рада приветствовать всех гостей и подписчиков канала «Жизнь женщин». Почему люди с возрастом перестают общаться с друзьями, знакомыми и даже с родными? Согласно исследованиям, женщины и мужчины после 60 лет склонны к общению с меньшим количеством людей и даже могут избегать чрезмерного социального взаимодействия. Интересно, что они становятся более удовлетворены жизнью, когда следуют этой стратегии. Согласно ведущим исследователям Сатоши Канадзава и Норман Ли, для особо интеллектуальных людей, которые ищут счастье, идеально подходит уединение. Психологи смогли определить, что счастливые люди живут в менее густонаселенных районах, а сам уровень счастья вырастает в случае, когда наши социальные взаимодействия связаны с нашими самыми любимыми людьми. Поэтому, если на улице вы видите одиноких стариков, мысленно жалеете их, гневаетесь на эгоистичных, неблагодарных родственников, начинаете опасаться собственной удручающей старости, не спешите впадать в уныние. Иногда одиночество – самый верный, осознанный выбор пожилого человека. В особенности к нему склоняются люди образованные, умные, самодостаточные, те, кому не скучно проводить дни в своей собственной компании. В дистанцировании от людей больше пользы, чем в сближении с ними, и нервы крепче, и психика. Что человек может дать другому после 60 лет? Что человек не мог бы обрести самостоятельно? Платон придумал и распространил легенду о том, что по земле бродят две половинки одного целого, и только встретившись, обретают любовь, покой и счастье. Фактически никаких вторых, третьих и четвертых половинок нет. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, дружат, конфликтуют, рожают детей и ведут совместный быт. Так проще и легче, так жить веселее. Но с возрастом все больше и больше понятно. Ты сам целое, и никто тебе не нужен. Ги де Мопассан писал: «Я не могу больше видеться с людьми, которых прежде встречал с удовольствием, поскольку я знаю их, поскольку мне наперед известно, что они скажут и что я им отвечу, поскольку мне знакома удручающая банальность их мыслей и их рассуждений. Речь идет о том, что общение с друзьями и знакомыми не приносит ничего, кроме скуки и ощущения потерянного времени. Вот почему многие старцы предпочитают уединение компаниям. Смотреть в себя куда интереснее, чем пытаться что-то разглядеть в ближних. Но не только скука, по мнению писателя, отталкивает друзей и приятелей друг от друга. Люди стремятся избежать таким образом конфликтов. Стремясь слиться воедино, мы устремляемся друг к другу и лишь ушибаемся друг от друга. Ссора в юности – своего рода развлечение. Вспышка, гнева, спор, обида – это все то, что растит молодую душу, позволяет понять собственную суть. Ссора в преклонном возрасте – это цунами для психики. Гюстав Флобер писал: «Все мы живем в пустыне. Никто никого не понимает. А что понимать и что кому доказывать, если жизнь прожита и катится к своему завершению? Тут уж тянет подумать, поразмышлять в тишине, чем пытаться понять и принять чью-то сторону, занять чью-то позицию. Одинокий человек не может быть покинут». Рассуждения немецкого писателя Эриха Мария Ремарка похожи на заявление юных максималистов: «Если я не буду никого любить, то никто не сможет разбить мне сердце». Попытка застраховать себя от предательства и потрясений. Нечто похожее случается и с пожилыми людьми. Они отгораживаются от людей, от родни, от детей и внуков на опережение, чтобы не испытывать муки от мысли, что это они отгородились от него. Им скучно, неинтересно в тягость находиться рядом. Ремарк пишет: «Вам хорошо, вы одиноки». Все это, конечно, так. Одинокий человек не может быть покинут, но иногда по вечерам эти искусственные построения разлетались в прах, а жизнь превращалась в какую-то всхлипывающую, мечущуюся мелодию, в водоворот дикого томления, желания, тоски и надежды все-таки вырваться из бессмысленного самоодурманивания, из бессмысленных в своей монотонности звуков этой вечной шарманки. Неважно куда, но лишь бы вырваться. О, это жалкая потребность человека в крупицу тепла! И разве этим теплом не могут быть пара рук и склоненное над тобой лицо? Или и это могло быть самообманом, покорностью судьбе, бегством? Да и разве вообще
существует что-то, кроме одиночества. Есть пословица, мол, в гостях хорошо, а дома лучше. Я бы добавила к ней еще одну вариацию с друзьями и знакомыми. Хорошо, а одно еще лучше. Потому что если человек познал радость от пребывания с собой, то он уже не будет нуждаться в контактах с другими людьми. Да, с людьми надо общаться, без этого никуда, но имеет ли смысл проводить с ними столько времени, сколько мы обычно проводим, то есть весьма много? У меня самой был период в жизни, когда я стремилась к тому, чтобы завести побольше подруг и знакомых, но оглядываясь назад, я понимаю, что на этом пути ты растрачиваешь себя. Да, вокруг тебя много внимания, много нового, интересного. Можно узнать, но ты не успеваешь углубиться в человека, понять его, сблизиться с ним, и отношения становятся поверхностными. Они легко начинаются, но бесследно заканчиваются, ничего не оставляя после себя. И когда я с возрастом поумнела, то свела общение к самому необходимому для себя минимуму, поддерживая контакт лишь с действительно близкими по духу людьми. И на это было три причины. Причина первая. Мне интересно, чтобы в беседах был смысл, чтобы они тянули меня вверх, как-то развивали, а не просто тратить свое время на бессмысленную болтовню. Конечно, для баланса можно и поболтать ни о чем, но это не должно быть осью общения. Вторая причина. Общение реально отнимает очень много энергии. Бывает, готовишься к чему-то ответственному и важному для себя, и тут написала знакомая или подруга. Ты с ней хорошо поговорила, но после этого у тебя уже нет былого запала и вдохновения на дело, которым собиралась заняться. Недаром многие известные писатели, художники и бизнесмены перед ответственной работой всегда отправлялись в уединение подальше от людей. Причина номер три. А здесь я приведу совет, который мне встретился у Ошо. В основном люди считают, что чем больше у тебя знакомых и друзей, тем лучше. Тогда в их глазах ты выглядишь общительным и классным человеком. А если у тебя всего один или два друга, то тебя считают замкнутым и закрытым. Но такой вывод является заблуждением. И совет Ошо как раз его развеивает. Человеку не нужно, чтобы вокруг него была толпа. Достаточно немногих, глубоких, близких отношений, они приносят настоящую удовлетворенность. По существу люди завязывают множество отношений как раз потому, что лишены в отношениях близости и глубины. Нужен заменитель. Но для подлинной близости не может быть никакого заменителя. Даже если у вас будет 1000 друзей, они не заменят одного настоящего друга. Но люди пытаются. Они думают, что количество может стать заменителем качества, чего не бывает, что просто невозможно. И мой опыт говорит о том же. Когда человек находит своих людей, то потребность общаться со многими другими просто отпадает, потому что общение со своими тебя наполняет. К тому же со своими людьми тебе надо ни под кого не подстраиваться. Ты просто можешь быть собой, а значит оставаться свободным. А в общении и отношениях это важнее всего. Мудрые мысли Омара Хаяма. У восточного ученого, поэта и мыслителя также есть несколько четверостищ о том, как полезно людям в возрасте избегать общения, а еще доверять им. Что старый, что малый, гласит русская поговорка. Старики, как дети, доверчивы и наивны. Именно у них мошенники списывают со счетов накопления и отбирают квартиры. Именно их так легко обидеть, вывести из себя, довести до слез. А значит, будет проще и эффективнее свести все контакты до минимума. Ты к людям нынешним не очень сердцем льни. Подальше от людей быть лучше в наши дни. Глаза своей души открой на самых близких. Увидишь с ужасом. Тебе враги они. Я знаю мир. В нем вор сидит на воре. Мудрец всегда проигрывает в споре с глупцом. Бесчестный честного стыдит, а капля счастья тонет в море горя. Понял я, одиночество лучше друзей, чтоб не видеть добра или зла у людей, чтобы строго в своей же душе разобраться, лишь затем для людей быть меж строгих судей. А у Андрея Дементьева есть стихотворение, в котором он четко разобрал по полочкам все плюсы и минусы общения с людьми и сделал это мастерски, лучше любых психологов.
Я не люблю, когда друзья лукавят. Я не люблю несдержанность свою. Я не люблю, когда все время хвалят. Когда ругают, тоже не люблю. Я не люблю, когда берут нахрапом. Я не люблю фанатов и снобов. Я не люблю сокрыто тихим сапом. И не люблю запутанных узлов. Я не люблю, когда ответы скупы, а также если много говорят. Я не люблю, когда вопросы глупы, особенно когда они подряд. Люблю глядеть в окно, когда там звездно, и не люблю глядеть в глаза льстецам. Я не люблю, когда свершилось поздно. Люблю, когда не кто-то смог, а сам. Мне нравится, когда лицо красиво, но глупости в прекрасном не терплю. Я не люблю, когда душа без пыла, когда спокойный тихий нрав люблю. Я не люблю, когда за всех решают, и не люблю в зависимости быть. И очень не люблю, когда мешают решать мне самому, любить или не любить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если тема понравилась, подпишитесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я благодарю вас за внимание, лайки, репосты и комментарии. Пока. До новых встреч.